Если вы думали, что жизнь сталкера — это вечная борьба морали, добра и зла, познание неизведанного, жестокий мир, который тебя окружает, кидалово, бандосы, артефакты, братки. Стой, погоди, где ты это уже слышал? Жизнь сталкера заключается в вечной борьбе с собаками и крысами. Познание нового, что вкуснее, хвост крысы или собаки. Принеси, подай, ты ж недавно в зоне. Так вот, тут неподалеку бегают собаки. Поубивай, принеси мне мясо, мы с братками захаваем. А что ты получишь? Правильно, бесценный опыт. Бесценный опыт твоей психологической травмы. Ах да, точно, в прошлом ролике по Stay Out. Если вы думаете, что в Will to Live все совсем по-другому, раскрывается вся эта вышесказанная тема, то я вас огорчу, это не так. Почему же? А вот прямо сейчас и расскажу. Имейте в виду, что я наиграл всего лишь 10 часов Will to Live. Для подобных проектов это крайне малое количество времени, но поверьте, эти 10 часов это только первое впечатление об игре, а оно крайне важно, примерно понимая, что будет тебя ожидать в будущем. По словам моих знакомых, которые поделились на два лагеря, только на 16 уровне начинается сама игра. Все, что было до этого, ощущается как некая подготовка, только эта подготовка занимает слишком уж много времени, примерно часов 30-40. Я лично не могу выдерживать такое количество времени в игре, в которой сюжет отсутствует напрочь. Да и только подумав о том, что еще пофармить часиков 30, не, простите. Я расскажу только то, что меня впечатлило или наоборот огорчило. А вторая половина знакомого говорит наоборот. Начинается полная душнина с фракциями. ПВП, то, что конечно интересно, да и можно поиграть, но в то же время еще больше фарма и не очень приятных, а точнее душных локаций. Я решил сделать слегка по-другому. Сравним-ка мы со Stay Out, в которой я, кстати, тоже наиграл чуть больше 10 часов. Что больше зацепило в этих проектах? Где лучше повествование, геймплей, фарм, сюжет и так далее? Будем их сравнивать из-за того, что два проекта одного жанра и максимально близки по духу. Информацию, которую я преподнесу на блюдечке, мой небольшой опыт и личное мнение. Нацелено в первую очередь на новичков, которые задумывались, что это такое, стоит ли в это играть и так далее. Некоторые фишки мне подсказали знакомые, которые играли в эту игру, поэтому я думаю, будет интересно. Сразу говорю, я небольшой фанат сталкеров. Постапокалипсиса, прошу заметить, именно с мутантами и вся эта хренотень. Но любимый жанр это все-таки постапокалипсис, только не с мутантами, а с людьми. Если говорить о фильмах, то один из них это Дорога 2009 года. Если в играх это будет Кенши, Frostpunk, Metro, да, там есть мутанты, но зато сюжет цепляет. Fallout только из-за своих геймплейных фишек и так далее. Игра начинается с создания персонажа. В отличие от его старшего брата Stay Out, тут можно создать и женскую особь. А барышни Will to Live, поверьте, пользуются спросом. Выбираем лицо из того, что нам доступно, если нужно больше, плати. И конечно же шмоточки. Далее нам предлагают выбрать свой класс, их тут 4 штуки. Помимо характеристик, в игре есть привязанность класса к определенному оружию, выбирайте с умом. Проходим курс молодого бойца за 5 минут и оказываемся в Солнечном. Мистер Кабан, а что там по сюжету? А то ни хера не ясно, кто мы такие, откуда мы свалились. В ролике по Stay Out я уже кратко пересказал сюжет. Нас проводят в зону Харон, появляемся в Локе, знакомимся с достаточно интересными персонажами. У каждого свой неплохо прописан характер, и они дают нам поручения. Задания иногда бывают сюжетные, то есть не просто принеси-подай, а действительно разузнай о Хароне, кто он такой. Плюс нас вводят слегка в заблуждение и дают как бы задуматься, пораскинуть мозгами. Кто же такой Харон? Да и что это за тип не очень добросовестный им прикидывается и проводит в зону людей, используя его имя. В городе мы уже знакомимся с комендантом, бандосами, наводим справки и так далее. То есть сюжет хоть и хромает, но пытается держать линейность и интерес. Что же будет дальше? При этом нас старается обучать по любой доступной возможности, как крафтить, как использовать то или это, прокачка навыков, как пожарить мясо, как съесть тоже мясо, надевать экипировку, в общем, полный гайд по всем базовым фишкам. Первые задания у Ильича тупенькие: убей волков, принеси их шкуры, хвосты и так далее. Но что поделать, мы все-таки новичок, нужно как-то зарабатывать репутацию, поднимать свое имя. Да и сам Ильич более-менее говорит логично. Я тебя проведу в городок при одном условии: убей волков, потому что возвращаться назад пиздецки тяжко, так как они плодятся, шо собаки. И тут как бы все логично, игра не теряет свою атмосферу. Мы впервые в зоне, руки еще только под хер заточены, то есть первый уровень. Крафтить все в этом духе не умеем, вот нас и обучают. В Will to Live все совсем плохо. Мы начинаем как в обычной ММО. Якобы раньше были ебейший боец, нас боялись даже волки. А тут что-то случилось и нам отшибла память. Поэтому, так как мы без памяти, нам тот же Михалыч дает самые простые задания, типа Васечек. Раньше ты был заебись, какие-то задания ты у нас брал со своими кентами, что-то охраняли, мутили, да экипировка у тебя была класс. А сейчас не заебись, память тебе отшибла, кенты хер знает где, кто ты такой,
кое-что ты тут забыл, неизвестно. Поэтому, дурачочек ты наш, будем тебя проверять. Я знаю, ты способный малый, рано или поздно найдешь своих кентов, мертвых или живых, неважно, и узнаешь, откуда ты свалился, лунтик. А пока побегай за кабанами, принеси утварь, принеси угля, сходи на ему пистолет и тому подобное. Получается так, что мы были уже когда-то супер бойцом, но что-то произошло и наши навыки обнулились. Скорее всего, разрабы это пытались оправдать тем, что даже если и отшибла память, то машинально мы все равно помним, как держать ствол. Игра не пытается нас обучить, а менюшек, где можно поклацать, ну и я скажу много. Получается так, что мы приходим в город и нас сразу же отправляют убивать крыс. И это будет длиться постоянно. Разработчики не пытались внедрить как бы обучение и задания вместе, как два в одном. Когда я отправлялся на зону АТП, я не знал, что мне уже, видите ли, доступен обрез и какие-то шмотки на броню. Нет, просто Вася, сам изучай, сам развлекайся. В Stay Out задание и обучение сделано круто, типа серьезно, не доебаться. Проводник нам говорит, давай сделаем перекур и отдохнем у костра. Сходи пособирай ветки. Как мы их только соберем, появляется маленькое окошко с описанием, что нажать для крафта и как создать костер. Создали костер, мы его поставили, и проводник говорит, мол, ты же взял с собой хавку и воду, так как путь не близкий, а это важная часть выживания. Да, нам показывают, как хавать и так далее. После этого обучают убивать волков и лутать с них шкуры. Как получаем уровень, пишут, что мол, так и так, Вася, вот тебе 6 веток, выбирай и качайся. Оружие то же самое, на тебе ключи, сбегай на склад, найдешь себе там ружье. И к тому же научишься лутать и обходить аномалии. А вот Will to Life миссии работают следующим образом. Тебя отправляют на охоту за кабанами, якобы их нужно изучить. Типа, что-то за тушкой, с чем ее едят. Нужно разузнать. Приносишь 10 кабанчиков. Михалыч отправляет их в якобы лабораторию для исследований. Правда, проходит 1 секунда, ну да ладно. После он сообщает тебе, что пришли результаты исследования. Оказывается, их мясо это самое обычное мясо, их можно хавать. Это исправит ситуацию в городе Спиталовом. Бежишь уже за мясом. Мистер Кабан, так может пока вы находитесь в локе с кабанами, убьете 2 зайцев сразу? По факту да, так можно сделать. Но пока у тебя нет этого задания, шанс на выпадение того же мяса крайне мал. Может это паранойя, но в моем случае именно так все и работает. То есть мясо выпадает в каждом 4-5 кабане. Если оно вообще выпадает, тут я могу ошибаться. Вот и посчитайте, сколько их нужно убить. Как только берешь квест, мясо падает по КД. К тому же, те же шкуры кабана вообще не падают до взятия квеста, а падают поврежденные. Допустим, в этом задании можно было бы сделать интересную развилку. Типа ты еще не умеешь охотиться и портишь шкуру своими корявыми ручками. Приходишь к Михалычу, он тебе показывает, как это все делается на живом примере. И бежишь, лутаешь уже нормальные шкурки. Я пытался наебать систему, по итогу поимели меня. И так работают абсолютно все миссии. Сбегал на зону АТП для панцирей этих наблюдателей, принес, залутал бабки и уже бежишь за их мясом. Обучения как такового здесь нет. Пришел, дали задание на собак, типа собаки намешают, иди убей их. Или эй, сталкер, сгоняй за водичкой, тут рядом есть колодец, сам попей, да и нам принеси. Знакомство с аномалией происходит так же само. Мы на нее посмотрели, проболтались об этом Михалычу, он нам кратко рассказывает, что именно это за аномалия, и при этом даже не дает болтики, чтобы покидать в нее, посмотреть, что будет. Типа, если интересно, покупаешь сам болтики, идешь кидаешь. Если кратко, первые 10 уровней мы тупо фармим без какого-то смысла. Это я написал, когда еще не знал, что оказывается, мы фармим все максимально доступные 50 уровней, без перерыва на личную жизнь и различные развлечения. Для чего же такой конченый гринд, я не знаю. А еще больше, что меня вводит в ступор, почему люди играют в это. Нравится гриндить? Я тоже это люблю, но должны быть как-то грамотно расставлены приоритеты. Гринд, сюжет, геймплей. А Will to Life, гринд, сюжет и геймплей это одно целое. Но у меня все-таки есть мысля, почему люди играют. Скорее всего из-за его комьюнити, по крайней мере я хочу в это верить. Иначе пиши пропало наша игровая СНГ индустрия. Эти 10 уровней набирается примерно за 15 часов. Это если читать задания, ну чтобы хотя бы смысл был какой-то, наверное, я хз. Ну а я лично прогнулся под систему и взял премку. Думал, хоть у нас красит мои одиночные скучные будни фарминга. Кстати, пока не забыл, разрабы, пофиксите достижения в стиме, они по какой-то причине не работают. Так как мы часто передвигаемся на своих двоих, выносливость это неотъемлемая и очень важная часть игры. На приседе она восполняется быстрее. Stay Out напротив, можешь стоять, лежать, сидеть, пердеть. Скорость регенерации все равно не повышается. Более того скажу, выносливость Stay Out работает по принципу нажатия клавиши Shift. Если ты уперся в стенку зажатым шифтом, выносливость будет тратиться. Ты стоишь на месте, но она тратится. Кайф. К чему я это все базарю? В Will to Life есть золотая настройка для всех ММО игр. Вот она, да. Просто клавиша Shift на переключение. С этого момента держать W или Shift для ускорения не нужно. То есть
Нажимаешь один раз на Shift и бежишь, куда глаза глядят. Передвигаться в мире постапокалипсиса можно и на технике, допустим, мотоциклы. Не знаю, может что-то еще есть, но я видел только их. Хотя ключи для машины, свечи зажигания, карбюраторы, все это в игре есть. Если еще не добавили, то возможно добавят в будущем, так как это все-таки в разы ускоряет твой фарм и выполнение заданий. Stay Out мир поделен на закрытые локации, никакого открытого мира там нет. Will to Life напротив, большая карта с открытой местностью, беги куда хочешь. Правда, тоже есть точки с переходами в другую локацию. Пока я бегал из точки А в точку Б, выполнение заданий или простой курьер из Delivery Club, называйте как больше нравится, в таких проектах это основополагающая всей игры. 10% сюжета, 5% PvP, 50% PvE, а остальные 35% это доставка. Я понял, что нам прям очень сильно не хватает телепорта. Will to Life он есть в виде аномалии, сделано по сути грамотно. Но если бы кусочек этой аномалии или с этой аномалии можно было бы достать артефакт с телепортом на базу, было бы идеально. Так как я считаю, что во всех ММО проектах должен быть телепорт. Иначе отношение разрабов к вашему времени говорит само за себя. Если ты играешь в пати, это не страшно, но не у всех есть такая возможность. Кстати, по поводу пати. Играть в соло, ну, мягко скажу, это не та игра. Я в соло побегал часов 8 и скажу, что это невероятно скучное испытание. Игра с самого начала тебе намекает то, что она напрямую связана с коммуникацией между людьми. Благо, голосовая связь работает исправно, можно с кем-то скорешиться. А вас тут ждет разновидность контингента. Парни, мужчины, школьники. Кому канистру? За сколько? За 8 жетонов. Давай. С тобой выгодно торговаться. Только она стоит, только я тебе чуть-чуть так сказал. Это базовая цена в NPC. А это канистра для мопеда, и она будет стоить 4 раза больше. Очень много школьников. Блин, я не понимаю. Посмотри на оружие, нажми на оружие. Смотри, калибр. Калибр, так. К тому же и женские особи. Тебя как дела? Нифига себе. А, да я ништяк вроде. Нормально. Хорошо, я рада слушать. Я играю только когда вот там надо там ребятам на складах что-то дать или там, ну не знаю, короче, помочь, если с чем-то надо, то я играю. Ага, Или когда понял. мне говорят: Маринка, бросай нахрен, ты нам пошли тебя качать. Даже если ты меня убьешь, я пойму. Но лично я трогать тебя не хочу. Ты просто хороший человек. Для меня Я лично ты согласен. хороший. Ты для меня лично Ладно, я хороший. на туннеле побежал, меня ждут там. Всё, Маску череп давай. хочу купить. Обитательниц постапокалипсиса здесь большое количество. А если еще и правильно разыграть карты, то вы будете местной богиней, где каждый подпивасник будет очень рад пообщаться с вами. А золотить баблишком, так сказать. Ближе к 7 уровню я потратил лишних пару тысяч рубчиков. Хотя можно было забежать к графику, перейти в раздел комиссии и там как продать свой шмот, так и купить по, я бы сказал, очень даже выгодным ценам. Бывает и правда за дешман вылаживают как оружие, так и экипировку. Либо торговать с людьми напрямую. Многие продают и покупают прямо на месте. А так как комьюнити достаточно добрая, что ли, большая часть людей без проблем подгоняет на халяву ненужные вещи. Помогают заданиям, подскажут, где и что находится. Лично, как я считаю, разрабам очень повезло, что у них такое сплоченное комьюнити. Это, знаете, как маленькая такая душевная компания, где люди собираются и после заводика, хотя чаще всего, наверное, после школы, наслаждаются общением между собой. И это несмотря на то, что обновления выходят не так часто, как хотелось бы. Лутать Will to Life в разы приятней. Во многих локах интуитивно ясно, где будет лежать тот самый лут. К тому же предметов здесь также хватает. Различная утварь, стройматериалы, инструменты, автомобильные принадлежности и многое другое. Да и спавн лута в разы быстрее, хватает всем. Stay Out с этим же проблемы, особенно в городе. Но тот же лут разбросан по точкам, как и спавн мобов. Рандома никакого нет, что лично для меня это огромный минус. Как бы у нас тут зона, все дела, а мобы бегают по определенным точкам. Условно, вот карта, вот их точка спавна, и этот промежуток существует просто так, чтобы просто передвигаться с точки А в точку Б, так как в этих местах ничего не растет, даже задроченные грибы. Я понимаю, что я безрукий, невнимательный, но бля, добавить легальный чит в виде инвизных мобов на 3 уровне игрока в зоне АТП, лично я к такому горению задницы не был готов. Бегаешь себе спокойно, лутаешь цветочки, грибочки, убиваешь собак, крыс и на тебе. Имба во всей красе, но скорее всего сыграл фактор большого количества игроков в одной точке, так как я играл в выходной и людей на этой маленькой локе было около 10 штук.
штук. К тому же, слишком сильно душат спавном мутантов. Не всегда получается спокойно залутать то, что ты наубивал, так как сам лут занимает какое-то время, так еще и прям на лицо кидают этих же мутантов. Бывает сразу 3 кабана, на, держи. А что ты сделаешь с пистолетом на 8 патронов и обрезом на 2? Опасность представляет, помимо мутантов и людей, также и местный климат. Во время дождя может молния ёбнуть. Я хз, может мне так фартануло, но как только впервые я увидел дождь в этой игре, думаю, кайф, ща можно побегать, насладиться атмосферой и капельками на своем экране. Не прошло и минуты, как меня сразу убило. Да. Мини-ураганчик, который подкидывает тебя к небесам. Я стреляю с кабанчиками, а тут на в спину. Полетай. Есть игровые автоматы, где можно попытать свою удачу. Кстати, один раз мне знатно фартануло. А знаете, где еще чаще фартит и можно поднять бабла? Правильно, один? Ладно, я шучу. Бля, как же плохо, что я не продаю интеграцию. Здесь могла бы быть такая офигенная реклама, связанная с игровыми автоматами. Возвращаясь к теме азарта, как по мне, это не очень-то и подходит под мир постапокалипсиса. Но как геймплейная фишка, все-таки неплохо. Какой-то азарт, да, и есть. Отдельное уважение заслуживает то, что разрабы поработали со многими предметами. То есть, каждый предмет перед покупкой можно осмотреть как на своем персонаже, так и в 3D. Даже батоны. В игре доступно 4 класса персонажей. Кто-то специализируется на бесконечном и удобном фарминге. Ну ты ж любишь фармить. Так еще и класс по тебе подобрали. Кто-то матерый штурмовик, который стреляет тебе в спину в начальной локе. Кстати, что это было, я так и не понял. Но я его преследовал и при любой возможности сразу убивал. А кто-то прирожденный в кустах дрочильный снайпер. Класс определяет древо навыков. С каждым повышением уровня выдается 1 очко навыков, которое можно потратить на получение общих либо классовых перков. Например, вы можете повысить урон пистолетов на 5% или увеличить переносимый вес. Оружие в игре на любой вкус. Есть и пистолеты, и автоматы, и винтовки, и ножи, а также гранаты и много чего еще. Каждый вид оружия использует определенный вид боеприпасов, а при смерти могут выпасть из персонажа, как и любая другая вещь. Модули для оружия продаются отдельно, коллиматорные и оптические прицелы, глушители и так далее. Брони в игре тоже приличное количество. От шапки-ушанки и валенок до современного армейского костюмчика. Также можем укрепить бронепластинами. Есть система крафта, например, собрав дров и раздобыв спички, можно развести костер. Убиваем куропаток, жарим их на костерчике и приглашаем на ужин барышню, которая по душе. А имея в распоряжении пластиковые бутылки, можно подсуетиться и надыбать где-то водяры. А там, гляди, через 9 месяцев будут бегать уже ваши личные мутантики. На персонажа действует голод и жажда. Чтобы их утолить, нужно соответственно кушать и пить. Еду и питье можно как добывать самому, так и купить у местного бармена дяди Бори. Помимо всего прочего, сытый персонаж постепенно восстанавливает здоровье, а также сытость и жажда влияют на скорость восстановления выносливости. Короче, имба. Здоровье Will to Life — это главный показатель. Если тебя укусит какая-то шляпа, она может тебе пустить кровотечение, сломать ногу, из-за чего ты будешь супер медленный, и убежать уже навряд ли получится. Что я могу похвалить действительно, не скребя зубами и без сожаления совести, так это графика, звук и атмосфера. Графика в игре очень достойная. Атмосфера постапокалипсиса здесь царит повсюду. И создают достаточно четкие и яркие впечатления об этом мире. Аккуратно выполнен интерфейс, все просто и понятно. В игре меняется время суток. И стоит отметить, ночи здесь реально темные. Настолько темные, что без фонарика будет сложно что-либо разобрать. Фонарик покупать не нужно, его дают бесплатно в самом начале. Не забудьте сказать спасибо. Дни преимущественно пасмурные и серые, окутанные серой дымкой тумана. Но иногда, когда распогодится, можно увидеть чистое голубое небо и перстые облака с утра, а под вечер золотые закаты над развалинами мертвого мира. В этом плане игра очень преуспела, ну и системные требования соответствующие. Многие жалуются на оптимизацию, но в моем случае я играю 2К разрешение, все на максимальном пресете, без FSR. Проблем с оптимизацией нет. Бывает, на мосту на полсекунды подвиснет, через пару часиков еще разочек где-то, да и все. В наше-то время это более чем охерительная оптимизация. Да, может быть другие локации хромают, ну
но я там не был, поэтому не знаю. Но если у тебя дерьмище на 1050, ну прости, дружок, видеокарте уже лет как первокласснику. Подытожив, можно сказать следующее. Хорошая графика, звук и атмосфера. Отличная стрельба. Оружие ощущается на все 100%. Камера и сенса работает так как надо, то есть PvP-шится одно удовольствие. Много геймплейных фишек. Азартные игры, мотоциклы, приятный фарм. Я скажу в разы лучше, чем в Stay Out. Имея в виду, что находить легко и приятно, а также его в большом количестве. Есть чем торговать, есть что искать. Но для меня лично огромный минус, который переплевывает все плюсы, это отсутствие сюжета. Он крайне скучный, банальный и неинтересный. Также бесконечный гринд. Я понимаю, что это ММО, но допустим в MMORPG гриндить интересно. Та же PoE или Diablo. Валишь толпы крипчиков с красивой анимацией, способностями и так далее. Ну и конечно же отсутствие обновлений. Если они и выходят пару раз в год, то в таком мизерном объеме, что даже смешно. Игра неплохая. Если очень балдеете от вселенной Сталкера и гринда от первого лица, тогда я рекомендую ознакомиться.